Однажды посреди Тихого океана появился новый таинственный континент под названием Магма. Обширная, загадочная земля, где обитают странные растения, невиданные ранее существа и ценные минералы, привлекла внимание отважных исследователей. Как и ожидалось, все человечество не смогло устоять перед искушением раскрыть секреты этой неизведанной территории. Они отправили целые армии и экспедиционные группы на Магмаэль, мечтая сделать себе имя в этой дикой стране. Здесь вайсы решили обратиться за помощью к Инью, молодому человеку с замечательным опытом, который знает каждый уголок этого места как свои 5 пальцев. Инью, зарабатывающий на жизнь охотником за головами, постоянно сталкивается с опасностью, рискуя своей жизнью на каждом задании. Во время таинственного приключения одну из этих групп исследователей возглавлял молодой человек с белыми волосами, который стремился доказать свою состоятельность и стать королем этого нового мира. Эры решил встретиться лицом к лицу с одним из самых страшных созданий магмы. Однако то, что последовало за этим, было полной катастрофой. Это существо уничтожило всю его команду. Некоторое время спустя робот и еще один молодой человек, одетый в униформу, прибыли на место происшествия и обнаружили, что команда была полностью уничтожена. На земле лежали тела, мрачное предупреждение об опасностях, подстерегающих на континенте. Этот молодой человек в военной форме – это ты, главный герой нашей истории. По сути, он рыболов. Своего рода охотник и исследователь, которому поручено спасать людей и предметы в Магмеле. История совершает скачок во времени и переносит нас в прибрежный город в Японии, где мы видим светловолосого болезненного мальчика по имени Крикс, идущего по аллее. Тем временем в соседней комнате на кровати лежит Ину, который, по-видимому, ничем не интересуется. Его ученица Зеро, девочка его возраста, прерывает его, чтобы заставить встать, и настаивает, что сегодня прекрасный солнечный день. А ты, вечно пессимистичный, отвечаешь, что в солнечные дни умирает больше людей, чем в дождливые. Разочарованная Зеро уходит. Больной мальчик, ослабевший от болезни, подходит к двери Ину и звонит в звонок. Его встречает Зеро. Мальчик пытается попросить об услуге, но из-за слабости теряет сознание. Позже, когда он приходит в себя, он оказывается лицом к лицу сыну. Крис извиняется за произошедшее и представляется, прося Ину помочь спасти его брата и Магмела. Взамен он предлагает все свои деньги, но Ину отказывается, говоря, что этого недостаточно для такой опасной миссии. Однако, услышав историю Криса, который страдает от неизлечимой болезни и живет надеждой, что его брат спасет его, Ину соглашается взяться за это дело. Крис объясняет, что его родители и старший брат отправились в Магма в поисках таинственного фрукта, известного как Ярус Эпоны, мифического предмета, который, как говорят, может излечить любую болезнь. Брат пообещал ему, что однажды они вместе отправятся на континент. Но все пошло не по плану. Через некоторое время брат вернулся один, раненый и потрясенный смертью родителей. Боль и чувство вины заставили его упорно тренироваться, пока он наконец не получил лицензию класса А, собрал команду и вернулся в Магмел в поисках Яруса Эпоны. Решив спасти брата Криса, Ину и Зеро готовятся к опасному путешествию в Магмел. Они садятся в вертолет и летят на континент, где Ину объясняет, что Магмел – крайне враждебное место, которое отвергает все, что приходит извне. По прибытии они садятся на прирученное существо, которое предназначено для передвижения по дикой местности. Во время путешествия Ину рассказывает Криксу, что самая большая опасность в Магмеле – это не только существа, но и человеческая злоба, которую порождает этот континент. Когда они оказываются на суше, Зеро с помощью дрона осматривает местность издалека. По мере продвижения вперед, Крикс рассказывает больше о плоде Эпоны. Говорят, что он способен увеличить физическую силу в 10 раз, но Ину спрашивает, знает ли он, почему его называют плодом Эпоны. Он объясняет, что этот плод растет на горе из трупов, поэтому и получил такое название. Крикс, измученный болезнью, падает на колени и просит передохнуть. Всегда внимательный Зеро предлагает ему фрукт, который помогает улучшить подвижность. Внезапно они видят человека, попавшего в смертельную ловушку с огромным насекомым на голове. Крикс просит Ину спасти его, но Ину говорит, что уже слишком поздно. Он бросает камень, и из-под земли вылезают огромные сороконожки, которые устроили смертельную ловушку. Ину уничтожает сороконожек черным лучом, и тело человека безжизненно падает на землю. Они идут дальше вглубь материка, и в кармане у Ину начинает пищать датчик, показывая, что брат Крикса еще жив. Но тут возникает другая проблема. Путь им преграждают огромные птицы. Зеро оставляет Крикса в безопасном месте и идет сражаться с птицами. Он выпускает черный луч, который превращается в меч и убивает птиц одну за другой. Тем временем Кси наконец встречает своего старшего брата Куниса. Увидев его, Кунис ругает Кси за то, что тот пришел в такое опасное место. Затем он ведет его к горе Эпона. Когда Кси подходит ближе, он с ужасом видит, что цветок вырос на вершине горы из трупов. Но худшее было впереди. Кунирис, охваченный отчаянием, хватает с земли острую кость и вонзает ее в спину младшего брата.
Кси падает, а Кунис объясняет, что он пожертвовал многими товарищами, чтобы цветок расцвел и, наконец, появились плоды. Ину успевает спасти Крика, а Зеро оказывает первую помощь. В ярости Кунис нападает на Кси, но тот игнорирует его, спрашивая, правда ли, что он убил их родителей и друзей ради цветка. Кунис со смехом признается, что даже если бы он получил плод, болезнь Крика не прошла бы. Плод не спас бы того, кто был уже на грани смерти. Несмотря ни на что, ты решил спасти Крика, хотя знал, что его тело ослаблено. Но Зеро подтверждает, что Кси слишком сильно ранен и его уже не спасти. В последние мгновения жизни Кси просит Ину спасти его брата, полагая, что им управляет злое существо. С последним вздохом Кси умирает, воссоединяясь со своими родителями в загробной жизни. Кунирис, обезумев от потери, съедает слезу Эпоны, увеличивая свою силу и мышечную массу. Он нападает на Ину, но тот спокойно встречает его. Наконец, Ину говорит, что настоящая опасность магмы не в существах, а в страданиях и зле, которые континент пробуждает в людях. После ожесточенной битвы Ину побеждает Куниса и хоронит Крика. Вернувшись домой, он говорит Зеро, что рад, что она с ним, на что она отвечает, что тоже рада. На поляне посреди густого леса из магмы стоит одинокая научная база. Внутри двое ученых спокойно беседуют, с восторгом обсуждая революционный потенциал своего последнего эксперимента. Если он удастся, говорит один из них, современная медицина изменится навсегда. Пока они обсуждают, что будут делать, когда закончат исследование, спокойствие на базе внезапно нарушается. Раздается оглушительный сигнал тревоги, и оба ученых бросаются к камерам наблюдения. То, что они видят, заставляет их застыть на месте. Огромная стая рогатых медведей несется к базе на полной скорости, разрушая все на своем пути. Ученые в панике, они могут только наблюдать, как на них надвигаются эти свирепые звери. Напряжение нарастает, но внезапно сцена меняется, и мы видим тебя, главного героя, запертого в воспоминаниях из детства. Ты стоишь на коленях, измученный, и видишь, как к тебе медленно приближается таинственный силуэт. Он говорит, что это не отчаяние, и протягивает руку, чтобы помочь тебе. Но прежде чем ты успеваешь схватить его, силуэт исчезает, и ты внезапно возвращаешься в реальность. Ты вздрагиваешь от голоса Зеро, твоего спутника. Она спрашивает тебя, это то, что ты называешь отчаянием? Ты все еще растерянный, выходишь из транса и смотришь на карту на стене, где изображен новый таинственный континент. Через несколько часов перед домом Ину появляется молодая блондинка по имени Эмилия, нервно глядя на листок бумаги с указаниями. В воспоминаниях выясняется, что Эмилия – дочь одного из ученых, работающих на базе. Ее отец сказал ей, что если что-то пойдет не так, она должна обратиться за помощью к тебе. Следуя этому совету, она звонит в дверь. Зену, бросив на нее неодобрительный взгляд, сначала отказывает ей, но потом, услышав, что Амелии нужна помощь, чтобы спасти кого-то, соглашается. Амелия объясняет, что потеряла связь с лабораторией, где работает ее отец, и отчаянно нуждается в помощи Ину. Ину внимательно слушает, но отвечает холодно и прагматично. Он спрашивает, будет ли вознаграждение за эту работу, напоминая, что спасение кого-то означает риск для чьей-то жизни. Услышав его тон, Амелия приходит в ярость и обвиняет его в жестокости за отказ помочь. Но ее мольбы в конце концов трогают Ину. Хотя он не совсем уверен, он соглашается и говорит, что хотя он и не Шуан, которого она ищет, он может выполнить задание. Вскоре они направляются к вертолету, который доставит их в лабораторию. По пути они встречают Оуэнса, который узнает Эмилию и спрашивает, кто ее спутники. Амелия отвечает, что Ину ее младший брат, и это ложь, которую она придумала, чтобы защитить его, потому что он явно не родственник. Когда они садятся в вертолет, Ину спрашивает, почему она представила его как своего брата. Амелия просто объясняет, что чтобы избежать проблем, лучше было притвориться. В вертолете они связываются с Зену, которая с помощью своих способностей сканирует местность вокруг лаборатории, чтобы собрать больше информации. Тем временем на базе в магме охранник пытается отбиться от медведей, непрерывно стреляя, но его усилия тщетны. Медведи неумолимы, и один за другим члены команды погибают. В вертолете Ину и солдаты изучают данные о существах, с которыми им предстоит столкнуться. Это медведи, которые питаются горячими минералами, но если их разозлить, их шкура становится почти непробиваемой. Командир отряда сообщает солдатам, что лабораторию окружили по меньшей мере 30 этих существ. Миссия крайне опасна, но солдаты, уверенные в своих навыках, смеются, думая, что справятся. Однако Ину вмешивается и напоминает им, насколько опасна магма. Каждый год на континенте пропадает около 950 человек, и только третий из них удается вернуться живыми. Один из солдат, впечатленный знаниями Ину, шутит, что они будут в числе тех, кто выживет.
Когда спасательная команда добирается до лаборатории, начинается бой. С вертолета солдаты выстраиваются в ряд и стреляют по медведям, убивая нескольких из них. Используемые ими пули сделаны из уникального металла, который можно найти только в магме, и он позволяет им пробивать толстую шкуру зверей. Но ты, Ину, подозреваешь что-то еще. Ты не понимаешь, почему медведи вообще напали на лабораторию. Когда ты говоришь об этом, командир отряда объясняет, что скорее всего это из-за агрессивности этих существ. Но Ину все равно не верит и продолжает сомневаться в происходящем. В этот момент Зеро сообщает, что приближается что-то еще более крупное. На камерах наблюдения видно, как из-за деревьев появляется гигантское существо. Это огромная ящерица, привлеченная запахом крови. Рептилия, которую называют сильваргоном, начинает атаковать, бросая огромные камни в вертолет своим хвостом. Командир отряда понимает, что у них нет оружия, чтобы справиться с этим существом, и решает отступить. Но Ину неожиданно хватает Амелию за талию и прыгает с вертолета на землю. Оказавшись на твердой земле, Ину говорит Амелии, что если она действительно хочет спасти своего отца, то должна починить найденную ими ракету. Тем временем Ину использует свои способности, чтобы управлять энергией, и создает вокруг них защитный барьер. Пока они работают, Ину спрашивает Амелию, кто из них должен умереть, указывая сначала на ящера, а потом на лабораторию, где находится ее отец. Прежде чем что-либо предпринять, Ину требует, чтобы люди в лаборатории освободили заложников, так как он подозревает, что именно из-за них появились чудовища. Затем он вступает в схватку с гигантским ящером, отвлекая его внимание, чтобы Амелия успела закончить подготовку ракеты. Когда ракета наконец готова, Ину запускает ее. Но ящер, проявив неожиданную сообразительность, уворачивается от снаряда. Не растерявшись, Ину извиняется перед ящером, а затем использует свою силу, чтобы создать гигантскую энергетическую руку, которая толкает рептилию прямо на ракету. И та попадает в цель. Ящер взрывается, разбрызгивая кровь, а отец Амелии в лаборатории выпускает одного из медвежат, которых они поймали. Ину объясняет Амелии, что медведи напали на лабораторию только потому, что хотели освободить своих детенышей. Командир спасательной группы рассказывает, что кровь этих медведей после обработки становится самым прочным металлом в мире, поэтому ученые поймали их. После короткого разговора Ину говорит Амелии, что он здесь только потому, что она его позвала, а не потому, что он тот самый Шуан, которого она искала. Через несколько часов в новостях сообщают, что с вертолетом спасательной группы произошел несчастный случай. Но обошлось без жертв. Эмилия вместе со своим отцом благодарит Ину за спасение и обещает, что ее отец больше никогда не будет работать на новом континенте. Когда стемнело, Ину прогуливался по пляжу в одиночестве, разговаривая с дроном Зеро, и сказал, что однажды тот вырастет. На что веселая девушка ответила, что то же самое произойдет и с ним. Несколько дней спустя Ину и его ученик Зеро смотрели телевизор. Когда они устроились в гостиной, Ину попытался взять со стола пудинг, но Зеро быстро выхватил его у него из рук. Пудинг принадлежал ей, и он не мог его взять без разрешения. Они оба снова переключили внимание на экран, где проходил аукцион. В центре внимания была чрезвычайно редкая птица из магмела, семицветный голубь, способный нейтрализовать любой яд. Они с интересом наблюдали за происходящим, зная, что такие птицы водятся только в 45-м районе нового континента, где полно ядовитых существ. Начались торги, и через несколько секунд цена достигла миллионов. Ину и Зеро обсуждали людей с абсурдно большими деньгами. Тем временем Ину незаметно для Зеро украл еще один пудинг. Аукцион закончился, и птицу продали за миллиарды SK. Зеро, впечатленный, тихо заметил, что на эти деньги можно купить фабрику по производству пудингов. В этот момент в комнату вошли победители аукциона, Дасом и его команда. Они принесли семицветного голубя в клетке и, усевшись, начали болтать. Дасом рассказал, как он заработал свое состояние и как усердно работал, чтобы заполучить птицу. Но он пришел на аукцион не просто так, ему нужна была помощь. Дело было не только в покупке. Он искал своих друзей в 45-м районе, очень опасном месте. Ину с серьезным видом предупредил его, что, скорее всего, его друзья уже мертвы, учитывая, насколько опасен этот регион. Здесь обитают ядовитые существа, и любой, кто рискнет отправиться туда без подготовки, окажется в большой опасности. Дасом объяснил, что его друзья, Стюарт и Стейн, были иммигрантами, которые приехали в Магму 30 лет назад, когда инцидент на континенте был еще свеж в памяти. Жизнь в Магме была тяжелой, и люди, жившие там, крепко держались друг за друга. Они полагались друг на друга, чтобы выжить. Дасом, Стюарт и Стейн вместе переживали приключения, сталкивались с опасными существами и решались на рискованные поступки, например, заставляли местных насекомых драться друг с другом, устраивая себе развлечения в таком враждебном месте. Услышав эту историю и обсудив с Зеро природу этих занятий, ты спросил Дасома, не отравились ли его друзья. Дасом грустно кивнул, объяснив, что только ему удалось спастись. Испугавшись, он никому не рассказал о том, что произошло, а когда план иммиграции провалился, всем пришлось покинуть новый континент.
С тех пор он потерял связь с семьями Стюарта и Стейна. Дасом решил найти их и работал не покладая рук, пока не смог купить птицу, надеясь, что она спасет его друзей, ведь она нейтрализует любой яд, если они еще живы. Ину пытался объяснить ему, что вряд ли его друзья остались в живых спустя столько времени, но Дасом был полон решимости узнать правду. Он предложил Ину любую сумму денег за помощь, и, наконец, Ину согласился. Однако он поставил одно условие. Дасом должен был одеться соответственно экстремальным условиям 45-го округа. Зеро взял на себя подготовку. Оказавшись в магме, Дасом не мог не почувствовать глубокую тоску по земле, где он вырос. Пока они шли, он делился с тобой своими мыслями, подчеркивая важность помощи другим. Но ты напомнил ему, что если бы не было денег, он бы не стал помогать. Ты сказал, что любой может сделать эту работу, но мало кто готов рисковать без хорошего вознаграждения. Пока они разговаривали, дрон Зеро обнаружил впереди какие-то существа. Хотя устройство не могло четко разглядеть их силуэты, они продолжали идти вперед, пока не вышли на открытую местность. Вокруг были красивые цветы и царила спокойная атмосфера. Но ты всегда настороже заподозрил, что эти цветы не так просты, как кажутся. Внезапно из земли вырвались лианы, пытаясь схватить его. Ину быстро призвал свою черную молнию, превратил ее в автомат и начал стрелять по существам. Одно летающее насекомое, спрятавшееся среди цветов, напало на него, но Ину легко увернулся от его яда. Битва продолжалась, и Ину использовал свои способности, чтобы создать гигантские металлические руки, которые схватили насекомое и подбросили его в воздух. Уничтожив угрозу, он собрал ядовитые цветы и скормил их птице. Он объяснил Дасону, что для людей эти цветы смертельны, но для птицы это любимое лакомство. Они продолжили путь, пока Дасон не нашел дерево с меткой, которую он вырезал в детстве. Он вспомнил, как они с друзьями использовали эту метку, чтобы найти дорогу домой. С волнением и тревогой он побежал к поляне в лесу, где была пещера. Новый осторожный послал свой дрон на разведку, прежде чем они вошли. Пока они ждали, Дасом вспомнил, что произошло много лет назад. В детстве он и его друзья, полные детской наивности, поместили червяка, скорпиона и летучую мышь в банку, чтобы посмотреть, кто из них выживет. Но результат оказался трагичным. Ядовитые испарения, которые выделялись из банки, отравили его друзей, и он в отчаянии убежал, не оглядываясь. Полный раскаяния, он разбил банку, сожалея, что бросил своих друзей в тот роковой день. Вдруг Ину объявил, что его друзья все еще живы. Из темноты пещеры появился огромный волосатый скорпион. Дасом сразу узнал его. Это был Стюарт. Скорпион, превратившийся в чудовище, безжалостно напал на него, но Дасом и Ину смогли увернуться. В этот момент в пещере появилась огромная летучая мышь, и, увидев ее, Дасом заметил очки, которые носил его друг Штейн. Оба друга, превратившиеся в чудовищ, похоже, не узнали его. И он был готов их уничтожить. Но Дасом остановил его. В отчаянии Дасом подумал, что птица может вылечить его друзей от яда и вернуть им человеческий облик. Он побежал к клетке с птицей, пока чудовища дрались друг с другом. И ты не видел другого выхода, кроме как напасть на них. Но Дасом встал у тебя на пути. Глядя в глаза своим бывшим друзьям, он заплакал, сожалея, что бросил их. К его удивлению, существа узнали его, и Дасом почувствовал облегчение. Он спросил у тебя, может ли птица вывести яд из их организмов, но ты предупредил его, что хотя птица и может спасти их от яда, она также может их убить, потому что их новая форма зависит от яда. Несмотря ни на что, Дасом решил ничего не предпринимать. Он знал, что хотя его друзья изменились, они все равно оставались Стюартом и Стейном, и он решил их отпустить. Ину и его спутница решили сходить на местный рынок. Пока они прогуливались между разноцветными прилавками, девушка заметила очень сладкое угощение, которое выглядело аппетитно и вызвало у нее любопытство. Желая попробовать его, Ину, всегда осторожный и расчетливый, предложил ей взять только половину и ограничиться 30 эсками за покупку. Хотя его совет был разумным, девушка почувствовала раздражение. Ей показалось, что Ину слишком скупой. Подойдя к продавцу, она узнала, что лакомство стоит 40 эсок. Уверенная в себе, она предложила ему 30, надеясь, что сможет договориться. Продавец, заметив ситуацию, объяснил, что не может делать скидки каждому покупателю, который просит об этом, потому что его бизнес зависит от сохранения цен. Но девушка со своей наивной логикой предположила, что если следующий покупатель заплатит больше, то баланс восстановится. Продавец, удивленный ее отношением, улыбнулся и решил сделать исключение, продав ей лакомство за 30 эсок. Ину, заинтригованный и привлеченный внешним видом товара, тоже решил его купить. Когда он спросил цену, то с удивлением узнал, что это обойдется ему в 50 эсок. Такое неравное отношение разозлило его, но он решил не спорить и пошел дальше. Вскоре на рынке поднялась суматоха.
Толпа собралась вокруг известной личности. Бледнокожая женщина с золотистыми волосами по имени Верена Стелерия. Эта женщина совершила невозможное, несколько раз попав в магму и выжив в опасных условиях континента. В тот день у Верены было важное сообщение для всех. Она говорила о войнах, опустошающих мир, и о страданиях детей-сирот, с твердой решимостью вернуться в Магмел и спасти столько детей, сколько сможет. Толпа, воодушевленная ее словами, начала скандировать ее имя. Пока все хвалили Верину, Ину смотрел на нее холодным и отстраненным взглядом, что не ускользнуло от его спутницы. Она спросила его, почему он так смотрит, но он лишь ответил, что Верена не была той чудо-женщиной, которой ее все считали, а кем-то гораздо более мрачным, известной как Кровавая Мария. Заинтригованная словами Ину, девушка решила разузнать о Верене поподробнее, когда они вернутся на базу. Используя свои навыки сбора информации, она выяснила, что Верена рисковала жизнью в Магмеле, чтобы вернуть ценные сокровища и помочь детскому дому, который испытывал финансовые трудности. История ее подвигов впечатлила девушку, и хотя слова наставника не выходили у нее из головы, она не могла понять, почему он не доверяет Верене. Она решила отправить своего дрона шпионить за детским домом, где увидела счастливых детей, играющих, кроме одной маленькой девочки, которая сидела одна и плакала перед цветами. Это изображение тронуло девушку, напомнив ей о собственном прошлом, полном боли и страданий. Продолжая наблюдать, она увидела, как Верена подошла к девочке, чтобы утешить ее. Маленькая девочка со слезами на глазах объяснила, что ее подруга Момо пропала. Верена с искренней добротой пообещала помочь найти Момо, что очень обрадовало девочку. Тем временем Ину погрузился в воспоминания о своем детстве. Когда он был маленьким, он видел, как Верена сражалась с чудовищем в опасном мире Магмела. Рядом с ней был ее хозяин, таинственный молодой человек с белыми волосами, который вмешался и победил зверя с помощью своих способностей к материализации. Несмотря на храбрость Верены, хозяин предупредил ее, что это место слишком опасно для одинокой женщины, и посоветовал ей уйти. Ты помнишь, как он молча наблюдал за ней, прежде чем последовать за своим хозяином, и как в ту ночь он решил снова ее найти, беспокоясь о ее безопасности. Но когда он позже ее нашел, то увидел нечто, что его очень встревожило. В настоящем времени группа людей пришла на новую базу и попросила его о помощи. Верена вернулась в Магму, но на этот раз все пошло не так. Многие из тех, кто ее сопровождал, были ранены или убиты, и они боялись, что с ней случилось что-то ужасное. Хотя они умоляли его вмешаться, Ино отказался, утверждая, что если Верена действительно была той чудотворной святой, которой ее все считали, она должна была сама выбраться из этой ситуации. Его отказ разозлил толпу, но он остался непреклонен. Его ученик, однако, не разделял его скептицизма и, разочарованный бездействием, решил помочь Верене самостоятельно. С помощью своего дрона девушка обнаружила, что на Верену и ее спутников напала стая диких существ. Большинство из них были либо мертвы, либо тяжело ранены. Прибыв в Магму, Ино осмотрел место происшествия и, увидев, что они в невыгодном положении, решил использовать свои способности, чтобы уничтожить зверей. Но один из них был намного сильнее остальных. Это было существо, похожее на того, с которым его хозяин уже сталкивался в прошлом. Воспоминания об этой встрече всплыли в его памяти, и наставления его хозяина о добре и зле заставили его колебаться. Несмотря на свои сомнения, он сражался решительно и в конце концов смог победить монстра, хоть и не без труда. Когда огонь охватил все вокруг, Ину понял, что он еще не достиг уровня своего учителя. В конце концов, Ноль нашел Верену. Она извлекала органы из одного из монстров, вся в крови. Она говорила о том, что эти органы можно продать за большие деньги и помочь детям из приюта. Потом ты пришел и рассказал ей о смерти ее спутников. Но Верена не испытывала сожаления. Для нее те, кто был с ней, делали это по своей воле, и ее миссия по спасению детей оправдывала любые жертвы. Когда появились другие монстры, Верена не испугалась, а обрадовалась мысли о том, сколько денег она сможет заработать. В конце концов, монстры окружили ее и сожрали. Через несколько дней новость о смерти Верены в Магме потрясла всех. Но ее последователи отказывались верить в ее смерть, утверждая, что она стала богиней. Маленькая девочка, которую когда-то утешала Верена, была очень расстроена, но немного успокоилась, когда Ноль дал ей плюшевую игрушку Момо и ее дорогого друга. Тем временем Ину и его напарник бродили по рынку, размышляя о тонкой грани между добром и злом, которую сами же и провели. Когда они пришли в ту же закусочную, что и раньше, на этот раз ты угощал своего ученика, и они вместе наслаждались прогулкой, оставив позади горькие воспоминания о Магме. Недавно открытый континент Магмы быстро стал центром мечтаний многих людей.
Мужчины и женщины, жаждущие славы и богатства, отправлялись в опасные путешествия по неизведанным землям. Вдохновленный рассказами о пиратах, охотниках, гурманах и редакторах манги, человек по имени Диндон мечтал стать одним из тех храбрецов, которые раскроют тайны континента. Но неумолимая природа магмы унесла жизни многих, и лишь немногие вернулись, чтобы рассказать свои истории. Тем не менее, желание приключений подтолкнуло Диндона попробовать. Недолго думая, он отправился в Магмел. Но вскоре он оказался в отчаянном положении, застряв по пояс в яме посреди пустыни. Пока он пытался выбраться, земля начала дрожать. Что-то огромное приближалось. Он медленно повернул голову, чтобы посмотреть, что это, и ужаснулся, увидев огромную плотоядную черепаху. Зверь, голодный, смотрел на него с опасным блеском в глазах, из его пасти капала слюна, он был готов сожрать его. Диндон отчаянно сопротивлялся, но все было напрасно. Поняв, что конец близок, он задумался, как он оказался в такой ситуации. Как мы уже знаем, до того, как отправиться в Магму, Диндон работал владельцем магазина в тихом городке. Хотя его жизнь казалась однообразной, все изменилось в тот день, когда вы с вашим учеником Зеро зашли в его магазин. Притворившись отцом и дочерью, они смогли удивить Диндона своими трюками и играми. С тех пор, каждый раз, когда вы приходили, Диндон чувствовал, что у него вот-вот случится сердечный приступ. Их общение всегда было сложным, потому что у Ину был особый талант обманывать и манипулировать другими. Один из самых запоминающихся моментов был, когда Ину попытался купить старинную гранату. Диндон, не понимая, зачем кому-то понадобился такой предмет, назвал ему цену в $41. А ты предложил всего $1000, что Диндон воспринял как неудачную шутку. Но ты спокойно объяснил, что граната была в плохом состоянии и хотя выглядела целой, взорвалась бы, даже не вынимая предохранительную булавку. Чтобы доказать свою точку зрения, он использовал свои способности, и действительно, граната взорвалась, повергнув Диндона в шок. Со временем Ину продолжал посещать магазин Диндона, каждый раз придумывая новые трюки. Он расплачивался фальшивыми купюрами, инсценировал несчастные случаи в магазине и использовал другие схемы для получения скидок. В попытке быть на шаг впереди, Денин укрепил полки, проверил товары и даже установил камеры видеонаблюдения. Он был полон решимости больше не дать себя одурачить. Но в тот день, когда Ину и Ксера вошли в магазин, Денин был не готов к тому, что должно было произойти. Вместо того, чтобы причинить вред, Ину просто расплатился картой, что удивительно, не попросил скидку. Это совершенно сбило Денина с толку. Однако, когда Ину и Зеро выходили из магазина, упала деревянная доска, и дрон Зеро использовал ее для имитации несчастного случая, тем самым обеспечив желаемый результат. Скидка. Денина в очередной раз обманули. Устав от постоянных выходок Ину, Денин принял радикальное решение. Он закроет свой магазин и отправится в Магмель, где сможет начать все сначала. Если ему суждено умереть, он предпочел бы сделать это в таинственных землях нового континента, чем пережить еще одну встречу с Ину. При исполненной решимости Денин вскочил на мотоцикл и отправился навстречу своим приключениям. Однако, прежде чем он успел отъехать далеко, Ину и Зеро тоже запрыгнули на него и попросили отвезти их домой. После нескольких аварий во время езды на мотоцикле, включая поломку тормозов и падение с обрыва в воду, Динон решил, что мотоцикл не лучший способ добраться до Магмы. Поэтому, потратив все свои сбережения за 30 лет, он купил лодку и отправился в морское путешествие. Гордясь своим решением, он быстро потерял энтузиазм, когда снова обнаружил, что Ину и Зеро были на борту и, казалось, насмехались над ним. Они буквально устроили день, чтобы поиздеваться над здоровяком. Во время путешествия Ину снова продемонстрировал свои способности, создав гранату, которая уничтожила лодку Динона и сожгла все его сбережения в огне взрыва. Потеряв лодку, Динон решил попробовать другой способ – полет на дельтаплане. Хотя сначала он сомневался, что это сработает, но выбора у него не было. Он взлетел в воздух, решив не сдаваться, но вскоре понял, что не знает, где находится Магма. В этот момент рядом с ним появился Ину, управляя дроном Зеро. Как и ожидалось, Ину снова вмешался, создав гигантский вентилятор, который поднял Динона еще выше, и тот снова упал, на этот раз в грузовик, полный свиней, направлявшийся в Магмел. Так, окруженный свиньями, Динон наконец добрался до Магмела. То, что казалось концом его долгого и полного приключений путешествия, вернуло его к началу истории. Он застрял по пояс в грязи, и гигантская черепаха собиралась его съесть. Ожидая неминуемой гибели, он понял, что черепаха терпеливо выслушала его историю, прежде чем съесть его. Но в последний момент появился Ину и спас ему жизнь. Несмотря на все, что ему пришлось пережить, Диндону стало легче от того, что его не съели, хотя он предпочел бы снова увидеть лица этих надоедливых ребят. В один, казалось бы, спокойный день Ину смотрел на большой экран, на котором была изображена играющая кошка. Пока он смотрел на экран, его мысли вернулись в детство, когда он жил с Шуином, своим хозяином.
В его памяти всплыл образ большого деревянного дома на старом дереве, убежище, где он проводил важные моменты под руководством Шуэна. Рядом с ним Зира с восторгом смотрела шоу. Каждое движение кошек на экране казалось ей очаровательным, и широкая улыбка озаряла ее лицо. В ее голове начали рождаться идеи, и вскоре она решила, что хочет завести кошку. Не в силах сдержаться, она спросила у Ину, могут ли они победить. Но ответ был холодным, и Ину категорически отказался. Удивленный его реакцией, Зира настаивала на том, чтобы узнать причину. Ину признался, что ненавидит кошек. Зира была потрясена. Она не могла представить, что можно ненавидеть кошек, существ, которых она считала безобидными и очаровательными. Она даже рассказала Ину, что многие люди снимают стресс, смотря видео с кошками в интернете. Но Ину объяснил, что за этими очаровательными видео стоит заговор, темная сила, использующая кошек, чтобы ослабить боевой дух людей. Зира не могла удержаться от смеха, услышав такую идею, и сказала, что врать нехорошо, указывая на значки на кепке Ину в виде кошек. Ину пояснил, что это не кошки, а символ, который имеет глубокий смысл. Пока Зира с любопытством рассматривала значки, Ину начал вспоминать свое прошлое. Он рассказал ей о том, как проводил время с Шуаном, и спросил, почему его учитель всегда такой отстраненный. Шуан рассказал ему о своей семье, о том, что они больше не живут в этом мире, потому что он не смог их защитить. Несмотря на свою силу, потеря семьи сильно повлияла на него, и он посоветовал Ину стать мудрым человеком, напомнив, что одной силы недостаточно. Ину столкнулся с монстром под бдительным взглядом своего учителя. С огромной решимостью Ину пытался победить его, но вмешался Шуан и убил монстра одним ударом. Той ночью Ину поссорился со своим учителем, потому что ему не дали показать, насколько он стал сильнее. Ину создал нож с помощью своей силы, чтобы доказать свое мастерство, но учитель сказал, что он еще не готов. На следующее утро Ину в одиночестве шел по джунглям, все еще злясь на то, как с ним обошелся учитель. Вдруг он остановился, увидев на земле трупы нескольких искателей приключений, охотников на монстров. Он узнал значки на их груди, символы их профессии. Пока он осматривал местность, его внимание привлек тихий звук, и он увидел маленькое существо, похожее на кошку. Хотя животное выглядело испуганным, Ину удалось его успокоить, и оно доверчиво подошло к нему. Шуан наблюдал за этой сценой с верхушки дерева. Ину решил оставить себе это маленькое животное и, вернувшись домой, назвал его Тота. Существо благодарно свернулось калачиком у него на коленях, и Ину с улыбкой на лице начал вырезать значок в форме кошки. Во время работы Ину случайно порезался ножом, и, увидев кровь, вмешался его учитель и закончил вырезать значок. Со временем Тота стал важной частью жизни Ину. Хотя это и не было обычным домашним питомцем, он всегда сопровождал его повсюду. И ты научил его выполнять простые трюки, например, приносить палку, хотя не всегда все получалось так, как ты хотел. Несмотря на трудности, их связь становилась все крепче, и твой хозяин, всегда бдительный, не спускал глаз с маленького кота. Но однажды, когда они гуляли по джунглям, Ину услышал крики о помощи. Он нашел человека, попавшего в медвежий капкан и получившего серьезные травмы. Ину подошел, чтобы помочь ему, но заподозрил, что у этого человека были недобрые намерения, и он занимался незаконной торговлей дикой природы на континенте Магма. Когда Ину проверил сумку этого человека, он обнаружил там редкую птицу, которая высоко ценилась на черном рынке. Он решил отпустить ее, и это разозлило мужчину, который достал пистолет и угрожал выстрелить. В этот момент Тота начал вести себя странно, подошел к ране мужчины и стал слизывать кровь. А потом ты с ужасом наблюдал, как твой маленький питомец превратился в огромного монстра. Одним ударом Тота убил мужчину, а ошейник, который был на нем, сломался из-за его внезапного роста. Услышав эту часть истории, Зиро потерял дар речи. А ты продолжил рассказывать, как после превращения монстр безжалостно атаковал. Хотя Ину пытался урезонить существо, он понял, что пути назад нет. Шуан объяснил ему, что когда магматическое существо пьет человеческую кровь, оно уже не может вернуться в нормальное состояние. В отчаянии Ину умолял своего хозяина позволить ему взять на себя ответственность за убийство монстра. С огромным мужеством он выхватил свой меч и сразился с чудовищем, которое когда-то было его любимым питомцем. Сражение было ожесточенным, и хотя тебе удавалось уклоняться от нескольких атак, сила монстра была огромной. В конце концов, Ину, вспомнив все моменты, которые он пережил вместе с Тота, собрался с духом и быстрым движением победил его. Несколько часов спустя, похоронив огромное тело монстра, Ину подошел к своему ученику и отдал ему значок, который Тота носил на ошейнике, сказав, что он все сделал правильно и что это не его вина. А ты молчал, вспоминая все, через что они прошли вместе.
В конце истории Ину и Зеро погрузились в свои мысли. Его ученик, глубоко тронутый, понял, почему Ину не хотел заводить еще одного питомца. Хотя история и расстроила его, прежде чем он успел что-то сказать, их прервал клиент. Это была маленькая девочка, которая безутешно плакала, потому что ее питомец пропал. Увидев, что девочка расстроена, Ину пообещал найти ее кота и успокоить. Но девочка сказала, что это не кот, а собака. Надо сказать, что рисунок был не очень хорошим. Амелия и Оуэн летят над огромным континентом магмы на своем внушительном корабле и приближаются к опасной зоне, известной как восьмиугольник зла. Эта область имеет дурную славу, здесь бесследно исчезают самолеты. Несмотря на предупреждение, Оуэн уверен в себе. В конце концов, они пилотируют самый прочный и современный вертолет в мире. Он сделан из редких минералов, добытых из самой магмы. Он считает, что им ничего не грозит. Но Амелия не так уверена. Зловещие слухи об этой местности не дают ей покоя, и она подозревает, что за этими авариями кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Если они разгадают эту тайну, это станет прорывом для их компании. Когда они углубляются в лабиринт зла, из воды появляются гигантские существа, похожие на лягушек, и пристально наблюдают за ними. Внезапно лягушки начинают швырять в корабль огромные камни, используя свои языки как катапульты. Солдаты на борту быстро реагируют, используя корабельное оружие, чтобы отразить атаку. Но обстрел усиливается, и вскоре корабль оказывается под градом камней. Двигатели корабля начинают барахлить, и прежде чем они успевают что-то сделать, в вертолет что-то врезается. Через камеры корабля Эмилия с ужасом видит, как огромная человекоподобная фигура протягивает длинную руку, хватает корабль и тащит его к земле, чтобы разбить. Из тени появляется маленькая человекоподобная фигура с жуткой улыбкой. В городе доктор Честер спешит на базу Инью, чтобы попросить о помощи. Во время визита Зеро, странная девочка, которая без ума от зефира, оживленно рассказывает о своей любви к сладостям. Но появление доктора меняет тон разговора, когда он сообщает Инью, что его дочь пропала на континенте. Заинтригованный, Инью соглашается помочь, если вознаграждение будет достойным. После недолгих переговоров они договариваются о тройной оплате из-за сложившихся обстоятельств. Тем временем Эмилия решает выйти из вертолета, несмотря на протесты Оуэна, опасаясь, что опасность все еще рядом. Но Эмилия рассуждает, что если бы нападавший действительно хотел навредить, они бы уже были мертвы. Исследуя обломки, она натыкается на кладбище разбитых кораблей и самолетов. Затем она снова видит человекоподобную фигуру, ту самую, что была на камерах. Таинственная фигура быстро исчезает, но тут же появляется позади нее, телепортируясь с пугающей скоростью. В это же время Зеро и Ин отправляют беспилотник и сообщают Оуэну, что спасательная команда уже в пути. Но когда флот приближается к месту крушения, их тут же атакуют те же существа, похожие на лягушек, которые сбили корабль Оуэна и Амелии. Их поддерживает маленькая гуманоидная фигура, которая своими длинными руками с разрушительной силой сбивает вертолеты с неба. Оуэн и Амелия в шоке, они с трудом осознают, что происходит. Ину спрашивает Зеро о ситуации. Она подтверждает, что маленькая фигура – это Аарон, уроженец континента. Ину просит доктора Честера посмотреть на камеры, и они видят, как маленькая гуманоидная фигура устраивает хаос. Когда лягушки приближаются к разбившемуся кораблю, Оуэн в отчаянии приказывает своим солдатам атаковать врага, а Амелия пытается их остановить. Зная, что Эрин, местный житель, ненавидит оружие. Но ее предупреждения остаются без внимания, и солдаты открывают огонь. Эрин двигается с невероятной ловкостью, уворачиваясь от пуль и без труда обезоруживая солдат своими сильными руками. Бой продолжается, пока солдаты не запускают ракету, которая попадает прямо в Эрина. Но когда пыль оседает, Эрин появляется невредимым и продолжает атаковать, заставляя солдат отступить. В этот момент прилетает вертолет Ину, привлекая внимание Аарона. Зная об опасности, Ину спрашивает Честера, есть ли у них на борту оружие. Честер подтверждает, что вертолет вооружен, учитывая враждебную обстановку. Аарон замахивается одной из своих рук на вертолет, но Ин и Честер успевают выпрыгнуть из него до того, как он ударяет по нему, уничтожая самолет. К счастью, беспилотник Зеро подхватывает их в воздухе и благополучно доставляет к Амелии. Амелия объясняет, что Эрин – существо, рожденное в магме, обладающее интеллектом, равным человеческому или даже превосходящим его. Наконец, доктор Честер воссоединяется со своей дочерью, и Эрин осторожно подходит к нему. Благодарный за помощь Ину, доктор Честер слушает Амелию, которая уверяет, что Эрин не опасна, она просто не любит оружие. Ину выходит вперед, чтобы встретиться с Эрином лицом к лицу, принимая молчаливый вызов в его взгляде. Далее следует напряженный рукопашный бой. Эрин атакует с молниеносной скоростью, но Ину ловко уклоняется от его ударов. Это мастерское противостояние, в котором оба обмениваются ударами.
В конце концов, Ину одерживает верх и побеждает Эрина. Но вместо того, чтобы причинить вред, Эрин оказывается погребенным под лавиной из зефира, к всеобщему удивлению. Маленькое существо, обрадованное сладким угощением, начинает жевать зефир вместе со своими друзьями-лягушками, вызывая всеобщий вздох облегчения. Зеро, удивленный таким поворотом событий, присоединяется к ним в импровизированном пиршестве. В конце концов, Ину обещает Аарону, что они больше не будут вторгаться на его территорию. Удовлетворенные установившимся миром, Аарон соглашается оставить их в покое. Доктор Честер, глубоко благодарный Ину за помощь, извиняется за причиненные неудобства и предлагает вознаграждение. Ину просит новый вертолет, но не в виде зефира, что вызывает смех у всех, когда лягушки одобрительно квакают. Через несколько дней после их приключений Ину и Зеро оказались на таинственной территории магмы, собирая еду. Это была обычная работа, пока Зеро случайно не подобрала опасную медузу. Ину, как всегда спокойный, предупредил ее, что медуза ядовита, если ее съесть, и она тут же ее выбросила, испугавшись, что может отравиться. Напряжение нарастало, когда Зеро обвинил его в том, что он виноват в их нынешнем положении, потому что растратил все деньги. Пока они продолжали поиски, ты заметил яркий свет в глубине леса и, заинтересовавшись, решил проверить. Они пошли на свет и оказались в заброшенной деревне. Зеро не мог не заметить, насколько жутко здесь было, и подумал о призраках. Недолго думая, она отправила дрон исследовать окрестности. Тем временем, прячась в листве, мужчина с ружьем прицелился в Ину и вскоре схватил его. Молодого человека отвели в старое кафе, где мужчина, известный как Табу, связал его и молчал, пока набивал патроны в обойму. Атмосфера была напряженной. Ища хоть какое-то подобие нормальности, Ину попытался заказать кофе, но Табу проигнорировал его. После недолгого молчания Табу наконец нарушил молчание и спросил, что Ину здесь делает. Молодой человек спокойно объяснил, что они просто искали еду и не собирались вмешиваться в жизнь Табу. Несмотря на объяснение, Табу снова направил на него ружье и посмотрел в прицел. Но вместо того, чтобы выстрелить, он решил развязать веревки, которыми был связан Ину. «Ты, как всегда спокойный», снова предложил выпить кофе, но, не получив ответа, встал и собрался уходить. Перед уходом Ину заметил на стене фотографию Табу с женщиной. Охотник, заметив, что Ину смотрит на фотографию, грубо приказал ему уйти, и Зеро назвал его грубияном. Когда они уходили, Ину сорвал странный фрукт, похожий на глаз, и показал его дрону Зеро, который в ужасе отпрянул. А ты со своим беззаботным видом убедил ее, что, несмотря на их внешний вид, фрукты сладкие и вкусные. Вернувшись в кафе, Табу рассматривал ту же фотографию, которая привлекла внимание Ину, и погрузился в воспоминания о более простых временах, когда жизнь была легче. Он вспомнил те дни, когда подавал кофе посетителям, а его дочь ухаживала за растениями. Погрузившись в ностальгию, он вдруг осознал, что настоящее стало для него тяжелым испытанием. На Ину напало чудовище. Молодой человек не испугался, а увидел в этом возможность. Он подумал, что мясо чудовища идеально подойдет для ужина. Решив поохотиться на зверя, Ину использовал свои навыки, чтобы напасть на него. Однако чудовище увернулось и побежало прочь на большой скорости. Они с Ю и Зеро преследовали его, пока не добрались до поляны в лесу. Когда они уже думали, что загнали его в угол, из-под земли появилось гораздо более крупное чудовище, которое проглотило меньшего монстра одним махом и снова скрылось под землей. Зеро был ошеломлен, а Ину объяснил, что впервые видит такое существо. Но он знал, что эти монстры появляются только тогда, когда голодны. Исследуя местность, они наткнулись на старое кладбище. Могилы были усыпаны свежими цветами, что говорило о том, что кто-то недавно здесь был. Внезапно тишину нарушил выстрел рядом с ногой Ину. Табу появился и напомнил ему, что приказал ему идти, перезаряжая ружье для еще одного предупредительного выстрела, который просвистел над головой Ину. Ину не хотел больше ссориться и ушел в лес, оставив Зеро злиться на поведение мужчины. На кладбище Табу услышал отдаленный рев и, не раздумывая, побежал к источнику звука. Добравшись до поляны, он посмотрел в прицел своей винтовки и увидел монстра, которого уже встречал раньше. Того самого, что отнял у него все в прошлом. Охотник с болью вспомнил тот день, когда потерял свою дочь. В его памяти всплыли хаос и разрушения, которые это существо учинило в его деревне. В суматохе один из жителей попытался спасти ребенка, но сам чуть не погиб. Однако Табу, сделав точный выстрел, остановил чудовище, но не успел выбраться из-под обломков разрушенного здания. Сейчас Табу узнал монстра, особенно по отсутствию одного глаза.
Несмотря на решимость, Табу промахнулся из-за усталости, и монстр насторожился. Ю, который был неподалеку, наблюдал за происходящим и, несмотря на предложение Ноля помочь Табу, решил остаться в стороне. Табу тем временем монстр отбросил к камню, но воспоминание о погибшей дочери придало ему сил, и он снова встал. Чудовище приближалось, и Табу выстрелил ему в пасть. Выстрел был точным, пуля попала прямо в череп и мгновенно убила монстра. Вернувшись в кафе, Ину надеялся, что Табу сделает ему кофе. Но поняв, что это невозможно, он просто вернул ожерелье, которое принадлежало дочери Табу и которое тот потерял во время боя. Табу удивился доброте Ину и, наконец, предложил ему чашку кофе, к радости Ину и Ноля. День Ноля начался неспокойно. После беспокойной ночи она просыпается от яркого образа из кошмара, в котором видит, как женщина кормит ее хозяина Ину в его кабинете. Эта ситуация сбивает ее с толку и вызывает чувство ревности, которое она не может игнорировать. Видя, что ее хозяин счастлив с этой незнакомкой, Зеро чувствует себя неловко, неуверенно и смущенно. Особенно после того, как она заметила странность этой сцены и то, что Ину испачкался в пудинге, что только усилило ее беспокойство. Но в конце концов она понимает, что это был всего лишь сон, странное отражение ее внутренних переживаний. Несмотря на то, что это был всего лишь кошмар, чувство дискомфорта не проходит. Зеро одержима идеей, что ей нужно измениться. Она хочет, чтобы ее считали более взрослой, и вид ее хозяина, который счастлив с кем-то другим, подталкивает ее к радикальному решению. Она твердо решает повзрослеть и перестать быть ребенком в глазах других, особенно Ину, и решает выйти из зоны комфорта и пойти в магазин одежды. В магазине ее внимание привлекает костюм в стиле для взрослых. Хотя он ей нравится, высокая цена ее отпугивает. В этот момент появляется Амелия, удивляя Зеро, которая пытается сохранять спокойствие и объясняет, что сегодня она не с тобой, потому что у нее выходной. Заметив интерес Зеро к костюму, Амелия предлагает ей примерить его. Сначала Зеро отказывается, чувствуя себя неловко из-за внимания, которое ей уделяют, но в конце концов неохотно соглашается. Однако, надев костюм, она сталкивается с новой реальностью. Из-за ее маленького роста одежда кажется слишком большой и нелепой. Хотя продавец пытается помочь, предлагая разные наряды, ни один из них не подходит под образ, который Зеро пытается создать. Начинает нарастать разочарование. Но прежде чем сдаться, она выходит из магазина с новым решением. Ей нужно больше, чем просто одежда, чтобы выглядеть взрослой. Пока они гуляют, Зеро не делится с Амелией своим желанием выглядеть взрослее. Разговор прерывает Дасом, который приглашает их на пудинг. Это предложение радует Зеро, но она не забывает о своей цели, ей нужно измениться, чтобы достичь идеала взрослой женщины. После еды они снова обсуждают желание Зеро, и Дасон предлагает изменить прическу, чтобы достичь этой цели. Они идут к стилисту, где Зеро пробует разные прически, но ни одна из них ее не устраивает. После нескольких попыток они решают покрасить ее волосы в темный цвет, как у женщины из ее кошмара. Остальные соглашаются, что это делает ее взрослее, но Зеро недовольна. Ее маленький рост остается серьезной проблемой, и хотя она добилась прогресса, она все еще далека от образа взрослой женщины, который хочет создать. Дасон, всегда готовый действовать, предлагает более радикальное решение увеличить рост Зеро. Они идут в магазин Деннона, который, по слухам, может продать лекарства для решения этой проблемы. Но когда Деннон спрашивает, он объясняет, что у него нет ничего связанного с ростом. Тем не менее, он упоминает о существовании дерева в магме, на котором растут плоды, увеличивающие рост, о чем он читал в книге, хотя и не уверен, что такое дерево существует. Заинтригованная этой идеей, Эмилия предлагает отправиться в магму на поиски дерева, что удивляет Деннона, который сначала не хочет идти с ними. Но после небольшого уговора он соглашается их сопровождать. Чтобы добраться до магмы, Дасон ведет их к огромному бассейну, откуда вылетает вертолет, удивляя всех присутствующих. Теперь в магме Деннон начинает беспокоиться о том, с какими опасностями они могут столкнуться. Но Зеро, всегда оптимистичная, успокаивает их, устраивая изысканный пикник на свежем воздухе с помощью своих дворецких. Пока они едят, к ним приближается похожее на льва существо с крыльями, что пугает их. Но Зеро, смелая и спокойная, подходит к нему и протягивает морковку, показывая, что это безобидное травоядное существо. Этот храбрый поступок удивляет всех и становится началом настоящего путешествия. Группа продолжает свой путь по местности, населенной удивительными существами, пока наконец не добирается до дерева с плодами. Зеро пытается достать один из плодов, но ее маленький рост снова становится препятствием. После нескольких попыток им удается сорвать один плод, но это нарушает равновесие группы, и они падают на дно. Чтобы убедиться, что плод не ядовит, они заставляют Дино попробовать его первым. Хотя сначала ничего не происходит, когда Дино встает, он понимает, что его ноги стали непропорционально длинными. Несмотря на то, что плод явно увеличился в размерах,
это не то, что они искали. Они решают продолжить поиски других плодов и добираются до болота, где Денден, сам того не зная, съедает еще один плод, отчего его голова становится абсурдно большой. Хаос продолжается, когда они пробуют еще один плод, и его тело тоже увеличивается, превращая его в гиганта. Хордон стал подопытным кроликом для группы. В разгар этого безумия появляется огромное существо, похожее на улитку, и начинает атаковать. Дворецкие пытаются отбиться от него, но их оружие неэффективно. Зеро использует свой дрон, чтобы отвлечь монстра, но тот выпускает споры, которые образуют клетки из растений и ловят группу в ловушку. Ситуация кажется безвыходной, но тут появляется Ину и ударяет улитку, отбрасывая ее в воздух. Но битва еще не окончена, и Ину приказывает группе бежать, пока он сражается с монстром. Пока они пытаются выбраться из клеток, Дендону приходится снова съесть фрукт, на этот раз с более полезными результатами. Он вырастает достаточно большим, чтобы освободить группу, и, наконец, побеждает монстра мощным ударом, воспользовавшись моментом, чтобы нанести последний удар. Вернувшись домой, Зеро извиняется перед Ину за то, что отправился в магму без предупреждения. Пытаясь объяснить причину их путешествия, Ину говорит, что книга, по которой они искали, оказалась подделкой. Несмотря ни на что, Зеро понимает, что хотя она и не достигла совершеннолетия, она отлично провела время и многое узнала о себе. Затем мы видим, как Ину сражается с огромным монстром в форме динозавра. Он материализует меч, который светится энергией. Одним точным ударом он побеждает монстра. Позже к нему подходит пара и благодарит за успешное завершение опасной миссии. Ину коротко прощается с ними. Вернувшись к своей ученице, Зеро с восхищенной улыбкой поздравляет его с мастерством и говорит, что им нужны деньги за эту миссию, потому что в холодильнике только томатный соус. Несмотря на радость от успеха, Ину говорит, что на ужин у них будет стейк. Чем удивляет Зеро, который предупреждает, что не стоит тратить столько денег только потому, что они получили награду. После небольшого спора они решают поужинать чем-нибудь попроще, крохотками, дешевыми, но вкусными. Пока они отдыхают после миссии, в воздухе раздается странный смех, нарушая тишину. И ты, всегда бдительный, отправляешься на разведку. Пройдя туда, откуда доносился смех, они увидели странного человека, который играл с двухголовой змеей, которая игриво обвивалась вокруг него. Этот улыбчивый, беззаботный человек представился как Руперт, исследователь фауны Магмала, и объяснил, что змея не опасна. Пока он говорил, его внимание привлекла стрекоза Зеро, и Руперт, очарованный экзотическими существами, начал рассказывать об эволюции животных на этой дикой территории. Он с ловкостью и уверенностью пробирался через опасную местность, показывая им свое любимое место – гигантское дерево, полное гнезд. В одном из этих гнезд ждали еды 3 птенца. Руперт, взволнованный, полез наверх, чтобы покормить их, но тут из кустов появилось существо, похожее на динозавра, с головой в форме цветка. Руперт, не подозревая об опасности, подошел к нему, но Зеро остановил его, когда монстр выпустил ядовитый газ. Ты быстро создал энергетическую стрелу, чтобы отвлечь существо, и развеял газ с помощью заклинания. Хотя Руперт был потрясен, он больше беспокоился о безопасности птенцов, чем о своей собственной. В другом месте двое людей, известных как DJ Z и Baby Fett, снимали видео для YouTube, где они играли в дартс, используя в качестве мишени бедное животное, привязанное к дереву. Поспорив о том, насколько захватывающим может быть видео, DJ Z метнул смертельный дротик, убив животное. Тем временем Ину рассказал Руперту о газе, который выделяет динозавр с головой в форме цветка, вызывающим галлюцинации, связанные с самыми глубокими страхами. Руперт, обеспокоенный недавней гибелью нескольких животных в этом районе, вспомнил, что некоторых из них нашли распятыми, а их рты были забиты камнями. Это была загадка, которую ему еще предстояло разгадать. Вернувшись с диджеем Z и Baby Fett'ом, ютуберы недовольны своим видео и решают устроить еще более жуткую игру. Увидев огромное дерево, полное гнезд, DJ Z предлагает поджечь его, думая, что это привлечет больше просмотров на их канал. С жестоким безразличием они обливают гнезда маслом и поджигают их, смеясь, пока снимают катастрофу. А вы с Рубертом, увидев столб дыма вдалеке, бежите к месту происшествия. Когда вы добираетесь туда, дерево полностью охвачено пламенем, а птенцы, о которых так заботился Руберт, погибли в огне. Руберта переполняют горе и ярость, и он с тоской вспоминает, как нашел маленьких птичек и дал им второй шанс на жизнь, построив для них гнезда. Пока Зеро осматривает местность, он находит доказательства того, что пожар был устроен намеренно. Следуя подсказкам, они находят канал виновников, DJ Z и Baby Fett'а. Руберт, охваченный яростью, решает взять дело в свои руки. Он требует, чтобы ютуберы извинились за то, что они сделали, но они пытаются оправдать свои действия, говоря, что животные магма всего лишь монстры.
Диджей Зи даже насмехается над Рубертом, намекая, что он лицемер, потому что защищает животных, хотя сам наверняка ест мясо. Напряжение нарастает, когда Диджей Зи в качестве провокации поджигает маленькую ящерицу, покрытую маслом, ожидая, что она сгорит. Однако Ину вмешивается и тушит пламя, показывая, что такие существа огнеупорны. Воспользовавшись моментом, он шутит, что раз уж они ее приготовили, то могут и съесть, чем пугает Бэби Фетта, который в панике убегает. Руберт, все еще кипя от ярости, готовится напасть на диджея Зи с ножом, чтобы отомстить за птенцов. Но Ин вовремя останавливает его, напоминая, что он не должен становиться таким, как те, кого он презирает. Пока они спорят, земля начинает дрожать, и из леса появляется гигантское растениеподобное существо. Его привлек запах маковых семян, которыми ты раньше отвлекал динозавра. В хаосе они привязывают Эйдза к камню, оставляя его на растерзание чудовищу, которое выпускает облако галлюциногенного газа. Оказавшись в своих худших кошмарах, диджей кричит, когда существо окружает его. Руберт и Ин наблюдают за происходящим издалека. Когда Руберт спрашивает, что видит диджей, Ин просто отвечает, что у каждого есть свои страхи. В городе Зеро сообщает, что загрузил видео ютубера на их канал, разоблачив их действия и выставив их на посмешище в интернете. Теперь из-за стыда они вряд ли когда-нибудь снова появятся на публике или совершат такие жестокие поступки. Руберт, уже успокоившись, признает, что в гневе считал убийство оправданным. Но благодаря Ину он понял, что играть с жизнями других людей неправильно. Он искренне благодарит Ина за помощь перед уходом. Тем временем Ин садится в вертолет с Зеро и, немного расслабившись, предлагает наконец-то съесть все, что они хотели. Но Зеро напоминает ему, что лучше не увлекаться. Поэтому они решают, что креветки все-таки неплохой вариант. Ночь была темной и тихой, но в мыслях Зеро царил хаос. Кошмар, который мучил ее, перенес ее в мрачное место, где она лежала, скованная цепями, которые мешали ей двигаться. Издалека послышались шаги, они приближались, и вот из темноты появился пугающий старик. Его жуткое лицо напугало ее, и, несмотря на ее мольбы, спасения не было. Старик достал пульт, нажал на кнопку, и ее тело пронзил электрический разряд. Боль разбудила ее, она лежала в постели, вся в поту, дрожа, и все еще видела перед собой этого старика. Но в реальном мире было не так спокойно. Громкий звук нарушил тишину в ее комнате, и все еще дрожа, Зеро пошла проверить, что случилось. Она вошла в комнату Ину и увидела, что он лежит на полу и крепко спит, упав с кровати. Это немного успокоило ее, напомнив, как он заботился о ней много раз. Она вернулась в свою комнату и попыталась забыть кошмар, но чувство тревоги не покидало ее. На следующее утро в воздухе витала странная атмосфера. Анью, который обычно вставал позже, уже проснулся. Это сразу насторожило ее. Что-то было не так, подумала она. Необычная отметка в календаре и его поспешный уход, даже без завтрака, только усилили ее беспокойство. После ухода Ину Зеро попыталась избавиться от тревоги и решила встретиться с друзьями, чтобы выговориться. Во время разговора она пыталась убедить их, что происходит что-то странное. Честер и Амелия не видели в этом ничего особенного, но для Зеро было очевидно, что что-то не так. Она вспомнила отметку в календаре и то, что Ину никогда не объяснял, что это значит. Пока они разговаривали, они упомянули Шуина, старого друга Ину, которого Зеро никогда не встречала, и это заставило ее вспомнить мрачные воспоминания из прошлого. Эти воспоминания нахлынули на нее с пугающей силой. Она вспомнила, как впервые увидела старика, который мучил ее. Его жуткую улыбку и жестокость его методов. Того самого человека, который заставил ее выслеживать тебя под угрозой пыток. Но когда она наконец нашла его, он не стал применять насилие. Вместо этого он нежно прикоснулся к ней и пообещал, что все будет хорошо. Это обещание стало поворотным моментом в ее жизни. Пока она разговаривала с друзьями, над ними нависла тень. Из-за барной стойки за ними наблюдал мужчина в капюшоне, передавая информацию Бертону, старику, которого она так боялась. Вот-вот должен был начаться хаос. В другом месте в Магме Ину пришел в деревянный дом на дереве, где когда-то жил с Шуином. Он прибрался в доме, пытаясь отвлечься, но не мог перестать думать о том обещании, которое дал своему учителю перед отъездом, защищать Зеро любой ценой. Его мысли вернулись к тем болезненным моментам, пока он готовился к неизбежному конфликту. Тем временем в городе ситуация становилась все хуже. Бертон мобилизовал своих приспешников в капюшонах, и когда Зеро вернулась домой, ее встретила сцена, которая наполнила ее ужасом. Вместо Ину, которого она ожидала увидеть, в доме сидел старик и ждал ее. Ее охватила паника, когда воспоминания о прошлых пытках пронеслись в ее голове. Несмотря на попытки защититься, один из приспешников Бертона напал на нее, прежде чем она успела использовать свои силы. Бертон, не теряя времени, напомнил Зере, что он ее настоящий хозяин,
и показал ей новое устройство для контроля. Такое же, как и то, которое он использовал, чтобы подчинить ее, когда она была младше. Угроза вернуться к прежней жизни парализовала ее. На большом экране Бертон показывал ей фотографии ее друзей, которых его приспешники загнали в угол. Когда она спросила, чего он хочет, он просто ответил, что все зависит от ее послушания. Ситуация стала еще более напряженной, когда Бертон взорвал бомбу в магазине, где Диндон, один из друзей Зеры, проводил свой обычный день. Звук взрыва потряс Зеру до глубины души. Теперь Бертон снова потребовал, чтобы она признала его своим хозяином, угрожая уничтожить остальных ее близких. Опустошенная и потрясенная, Зера наконец сдалась. Сквозь слезы дрожащим голосом она назвала Бертона своим хозяином. Тем временем Ин улетел в город на своем вертолете, не подозревая о надвигающейся опасности, угрожающей его близким. По прибытии Ину получил сообщение от Бертона, жестокое напоминание о том, как он когда-то спас Зеру из его лап в прошлом. В сообщении Бертон показал, как его друзья один за другим погибают от рук его приспешников. Ярость и беспомощность охватили Ину. Он знал, что Бертон не остановится, пока не уничтожит все, что он любит. Когда передача закончилась, Ину понял, что позади него стоит человек в капюшоне с прикрепленным к голове взрывным устройством. Человек в капюшоне привел в действие взрывное устройство, а Бартон, наблюдавший за этим из фургона, стоявшего неподалеку, с довольным видом удалился, уверенный, что его план сработал, и дал понять что месть только началась. На базе стояла тишина, нарушаемая лишь отдаленным гулом машин и эхом шагов, разносившимся по металлическим коридорам. Бартон, глядя вдаль, провел рукой по шраму на лице, напоминанию о прошлой битве. Он вспомнил, как разрушил все его лаборатории, оставив на его лице этот неизгладимый след, который был не только на коже, но и в душе. Теперь, когда его эксперимент завершился, его охватили жажда мести и одержимость. А ты был не просто противником, ты разрушил мечты и планы Бартона. Теперь все должно было встать на свои места. Бартон погрузился в мрачные мысли, вспоминая эксперименты, которым он подвергал Зеро, когда она была еще ребенком. Он хотел пробудить в ней силу, которую могла дать только боль. Снова и снова он прибегал к психологическим и физическим пыткам, надеясь, что страдания станут катализатором, который пробудит в ней скрытый дар. Но теперь, когда он включил свое устройство, Зеро снова испытала шок, и ее тело задрожало в холодной темноте камеры. Совершенно обессилев, она цеплялась за последнюю надежду своего хозяина. Зеро лежала на сыром полу, закрыв глаза, и ее тело все еще дрожало от шока. Несмотря ни на что, она не теряла веры в то, что ты придешь и спасешь ее. Но в глубине души у нее зародилось сомнение. С тобой все в порядке? Удалось ли тебе пережить нападение? Она пыталась убедить себя, что у него все получилось, что он все еще жив и что каким-то образом он придет за ней. Тишина в ее камере была нарушена, когда маленькая тарелочка с едой просунулась сквозь щель в стене. Заглянув в отверстие, Зеро увидел других молодых заключенных в соседних камерах. Их лица были бледными и выражали отчаяние. Среди них она узнала Року, мальчика, которого видела раньше. Он разозлился и посмотрел на нее с презрением, утверждая, что к ней всегда относились по-особому. Хотя Зеро и пытался заговорить с ним, горечь в голосе Року была очевидна. Он был ловцом, как и она, но потерял свои способности после того, как его снова поймали. Року объяснил, что после побега и первой атаки они были снова схвачены, и в качестве наказания у них отняли способности. Теперь ни у кого из них не осталось надежды. Когда Року уводили фигуры в капюшонах, Бертон, наблюдавший за происходящим из своего кабинета, наблюдал через камеры. Он увидел, что Ину выжил после нападения. Несмотря на избиение, Ину сумел сбежать на вертолете и теперь направлялся на базу, чтобы спасти Зеро. Бертон улыбнулся про себя, уверенный, что предстоящие события будут интересными. Року предстал перед Бертоном, который наблюдал за ним из-за толстой стеклянной панели. Старик поблагодарил Року за подарок, который тот когда-то сделал ему, сославшись на его утраченные способности. Но теперь, когда от него больше не было никакой пользы, у него осталась только одна цель. С потолка устройства выпустили насекомых, которые вцепились в голову Року, как будто это были жало. Крики боли Року эхом разносились по коридорам, достигая камеры Зеро, где она вздрогнула, услышав их. Она поняла, что происходит что-то ужасное. Поздно ночью Ин прибыл на морскую базу Бертона. Камеры видеонаблюдения предупредили Бертона о его появлении, и старик приготовился к финальной схватке. Тем временем Зеро безутешно рыдала в своей камере, вспоминая все моменты, которые она провела со своим хозяином. Миссии, задания и уроки. Все эти воспоминания, такие теплые и уютные, теперь казались далекими, почти нереальными. Она боялась, что больше никогда не увидит Ин, и отчаяние начало охватывать ее. Ин незаметно пробрался на базу. Массивные трубы вокруг него начали расшатываться, но он ловко уклонялся от них, направляясь к комнате, где его ждали несколько фигур в капюшонах. За другим люди в капюшонах набросились на тебя.
но благодаря своим навыкам ты легко уклонялся от них. Разозлившись, Бертон приказал одному из своих приспешников взорваться, но ты успел спрятаться за колонной, избежав взрыва. Поняв это, Бертон приказал своим людям окружить тебя и тут же взорвал еще 3 своих приспешников. К его удивлению, Ин остался невредим, заблокировав взрыв одной из своих рук, созданных силой. Хотя он и избежал худшего, Ин оказался в ловушке под упавшей колонной, ослабев. Року, последний оставшийся в живых приспешник, подошел к нему. Ты быстро срезал взрывной ошейник с его шеи, надеясь, что это спасет его. Но Бертон, стоявший в стороне, с жестокой ухмылкой объяснил, что ошейник был не единственным устройством, предотвращающим взрыв. Насекомое, прикрепленное к голове Року, взорвалось, и взрывная волна отбросила тебя к ближайшей колонне. Бертон вошел в комнату и увидел, что ты тяжело ранен. Несмотря на свое состояние, Ану продолжал спрашивать, где Зеро. С большим трудом он встал и создал меч с помощью своей силы, направив его на Бертона. Но старик преподнес ему новый сюрприз. Он пронзил Ану в ногу энергетическим мечом, показывая, что теперь он тоже обладает силой Латчестера. С мерзкой ухмылкой Бертон заявил, что теперь он сильнее, чем когда-либо, и готов покончить с Ану и отомстить ему. Но Ану с решимостью в глазах не собирался так просто сдаваться. Напряжение на базе достигло критической отметки. Бертон, наблюдавший за всем через камеры видеонаблюдения, решил, что пришло время продемонстрировать свою истинную силу. Он аккуратно перенес способности Року на себя, чтобы устранить молодого человека, пока тот не стал помехой. Чтобы усилить свою мощь, Бертон пожертвовал еще 58 латчестерами. Этот жестокий поступок не только демонстрировал его жестокость, но и стремление подчинить себе латчестеров и их силы. С довольным видом Бертон приготовился к новой схватке. Он знал, что даже после того, как он собрал силу 58 латчестеров, этого все равно недостаточно, чтобы одолеть Ану и использовать его огромную силу. Бертон выбрал тебя в качестве идеального подопытного для своих новых способностей. Предстоящая эпическая битва стала вызовом для обоих, противостоянием, которое должно было определить, кто из них сильнее. Во время короткого, но напряженного обмена ударами Бертон предложил использовать гранату, которую он держал в руке. Но Бертон напомнил ему, что у него есть пульт дистанционного управления, который может взорвать ошейник Зеро. Воспользовавшись моментом, Бертон активировал устройство, и раздался взрыв, от которого клетка, где находилась Зеро, затряслась, а сама она задрожала от страха. Эта тактика не только дестабилизировала ситуацию, но и показала, насколько отчаянным было их положение. Бертон продолжал безжалостно атаковать, нанося удары по Ину, оценивая эффективность своего меча. Чтобы развлечься и затянуть бой, он превратил свой меч в шипастую биту. Он подошел к Ину, намереваясь нанести ему несколько ударов. Хотя первый удар Бертона не достиг цели, он скорректировал направление и нанес сокрушительный удар. Битва стала жестокой, Ина отбросила на пол, и он отчаянно пытался защититься всеми доступными средствами. Выдерживая натиск Бертона, Ина заметил дверь, через которую вошел старик. Воспользовавшись тем, что Бертон отвлекся, Ина бросил гранату в камеру Зеро. В результате взрыва образовалась брешь, и Зеро увидела своего хозяина и почувствовала проблеск надежды. Это вернуло ей силы, и Бертон удвоил свои усилия, чтобы победить Ину, угрожая взорвать ошейник Зеро, если Ина не сдастся. Но Ина был непреклонен, он хотел отомстить за своих павших друзей и спасти Зеро. Он не собирался уступать Бертону. Пока Бертон сосредоточился на атаке, Ина воспользовался моментом и бросил вызов своему врагу. Битва продолжалась с ожесточением, пока Бертон, которому не терпелось закончить бой, не превратил свой щит обратно в меч. Во время сражения Ину убеждал Зеро вспомнить, как она была спасена. В серии флешбеков Зеро вспомнила, как Ину спас ее и был добр к ней, чего никогда не делал Бертон. Ину взял на себя роль ее наставника. Воспоминания об этих уроках вновь разожгли в ней решимость сражаться. Увидев, что Ину не сдается, Бертон потребовал, чтобы тот встал перед ним на колени, если хочет спасти Зеро. Это вызвало у Зеро воспоминания о том, как она когда-то стояла на коленях, моля о пощаде, и это усилило ее отчаяние. Но в момент крайней безысходности Зеро удалось активировать свои силы, разорвав цепи и ошейник, которые ее сковывали. Яростно атаковав, она освободила дрона, который давно был ее другом, и помешала Бертону атаковать. Воспользовавшись моментом, Ину создал гигантскую руку, которая ударила Бертона с невероятной силой, и тот потерял сознание. Наконец, Ину и Ксо встретились и вздохнули с облегчением. Ксо извинилась за причиненные неприятности, но Ину напомнил ей о своем обещании всегда защищать ее. Они решили, что пора уходить, оба уставшие и голодные. Но Бертон, все еще живой, не собирался сдаваться. Он появился из укрытия в новом обличье. Съев фрукт, который значительно увеличил его силу, он начал превращаться в аморфное существо, представляющее еще большую угрозу.
В облике огромного титана Бёртон снова яростно атаковал, и битва возобновилась с жестокими ударами. Несмотря на чудовищную силу Бёртона, Ину удалось отрубить ему голову. Но, к их удивлению, монстр продемонстрировал невероятную способность к регенерации и продолжил бой. Ину уклонялся от атак существа и заметил, что можно сбежать. На потолке был огромный вентилятор. Он приказал Зеро поднять его с помощью дрона, а сам приготовился покинуть базу. Когда они поднимались, монстр преследовал их, взбираясь по стенам и нанося безжалостные удары. Напряжение было невыносимым, и только совместными усилиями они смогли пролететь сквозь лопасти вентилятора, не получив травм. Но монстр не сдавался, и финальная битва развернулась в воздухе. Монстр создал огромный молот и замахнулся им на Ину, думая, что наконец-то убил его. Но Ину и Зеро были готовы к решающему сражению. Совместными усилиями они смогли победить монстра, раздавив его гигантскими руками и затопив здание в море. Ину и Зеро были в безопасности в маленькой лодке, далеко от места взрыва. Отдыхая, Ину вспомнил обещание, которое дал Шуну, и увидев, что Зеро грустит из-за гибели друзей,